Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего светского клуба. Сегодня в программе первая часть видео по-прежнему посвящена вышивке. И я покажу, каких успехов мне удалось достичь в работе над большой картиной «Базарный день» за прошедшие 2 недели. Затем мы совершим очередной экскурс в историю. В прошлом видео мы оказались в Мексике, в один из самых драматических моментов ее истории – борьбе ее древнего населения ацтеков с испанскими завоевателями и конкистадорами. Эрнан Кортес разрушил империю ацтеков, оставив след из кровопролития, по которому пойдут другие конкистадоры. И одним из них был его троюродный брат Франсиско Писаро, который позже разграбил и уничтожил империю инков на территории современного Перу. Это он получил самый крупный выкуп в истории человечества – выкуп правителя инков Атауальпы. Франсиско Писаро потребовал от верховного инки выкуп за свое освобождение из плена. Тот пообещал конкистадору и его солдатам наполнить золотом комнату площадью в 35 квадратных метров на высоту поднятой руки, а несколько меньшую комнату дважды наполнить серебром. Инки полностью внесли выкуп за своего вождя. Однако Писаро, получив баснословные сокровища, сумма в современном эквиваленте оценивается более чем в 2 миллиарда долларов США, не сдержал данного слова и приказал казнить Атауальпу. В результате действий Кортеса и Писаро исчезли 2 самые развитые цивилизации Нового Света. А более подробно мы рассмотрим эти события во второй части видео. А сейчас, вышивка. 8 августа начался новый вышивальный период и новые истории. Вот, у нашего Ориона уже хорошо проступили на конве штанишки. Правда, пока они только в сеточку, но скоро мы это дело исправим. Вот, готовы, навехоньки, только с иголочки. Пес Бетельгейзе у ног, петушок мониторит. Все замерли во внимании, слушают рассказы Карла. Так, далее буду вышивать шлейф верхнего облачения. Да, похоже, что занимаюсь я вплотную одеянием Ориона. Все, друзья, готова нижняя часть Ориона. Вышивать ее было легко и быстро, как мне показалось, а вот корзина позади него, разбросы шатания единичек и мелких символов, по содержанию крестиков имеется в виду, но я справилась. Это последний участок в этом ряду, поэтому предлагаю полюбоваться на красоту, живность увлеченного беседой Карла. И все. Сейчас перетяну канву и начну следующий ряд. Это Бетельгейзе расходилась не на шутку. О, и снова привет, Пегати. Как жизнь, торговля? Что-то подруг твоих, конкуренток с яблоками, не видно. Да что ж, сынок, это ж яблоки, не бомбы. Так, ну а я сейчас размечу канву на 2500 крестиков. Посмотрю, что меня ждет на этом участке, а ждет меня юбка Пегати и передняя часть собачки. И начну вышивать. Но вначале ознакомимся с предстоящей сложностью и легкостью. Так, самый крупный символ состоит из 170 крестиков. Не густо, а порадует ожидаемо юбочка.
а далее все как в многоцветке. Всего предостаточно. Так, а здесь у нас 3 персонажа наметились. Ноги мужчины, которые вначале я приняла за столбик. Пес Везен. Везен – это третья по яркости звезда в созвездии Большого Пса. Желто-белый сверхгигант. Как Бетельгейзе и Сириус, Везен тоже недалеко отходит от хозяина охотника Ориона. И, наконец, юбочка Пегати. Красота и легкость в исполнении. Правда, сидит она на Пегати как-то уже очень, не знаю, такое впечатление, что Пегати нагнулась за товаром, выпрямилась потом, а юбочку не одернула. И юбка оказалась в крайне стесненных обстоятельствах. Вот такой оказался внимательный к мелочам художник Теодор Жерар. Мог бы некоторые нюансы пропускать, но все жизненно интересно, мне нравится. Так что идем дальше, размечаем канву и смотрим, что будем вышивать. Пес Везен нас ждет и передние ноги парнокопытного. Интересный фрагмент ноги человека и осла. Где-то я это видела. Посмотрим на схему. Так, 177 крестиков в самом крупном символе. И вот такое расположение крестиков на этом участке нас ждет. Справимся. А вот и ножки. Пошли по дорожке. Вышиваем дальше. Все, готовый этот участок. Слышен задорный лай Везена, так он встречает прохожих. Какая агрессивная собака. А тень не прочь угостить его какой-нибудь вкусняшкой. Бобик? Что ж, друзья, пройдемся взглядом еще раз по вышитым участкам и подведем итоги. Итак, вышито уже 68,2% картины. В крестиках это составляет 236 400. За прошедший период мне удалось вышить 9330 крестиков. Да, маловато, хотелось бы больше. И впереди еще нас ждут, друзья, 110 050 крестиков. Надеюсь, что на следующем заседании на остатке уже будет не более 100 000 крестиков. Но посмотрим, как получится. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по страницам истории. Франсиско Писаро, испанский конкистадор. В 1513-1535 годах участвовал в завоевании Перу. Родился он между 1471 и 78 годами. Франсиско был незаконнорожденным сыном Гонсало Писаро, дворянина из провинции Эстремадура, Испания. Гонсало отличился в войнах в Италии. Матерью Франсиско была Франциска Гонсалес, служанка в доме Писаро. Будучи незаконнорожденным, Писаро не мог рассчитывать на наследство. Мальчика никогда не учили читать. Он играл со своими сверстниками в окрестностях Трухильо, иногда присматривая за овцами или свиньями. С ранней юности он жаждал приключений и решил стать
солдатом. Вероятно, что он покинул Трухилью в 19-летнем возрасте и пошел по стопам своего отца на поля сражений в Италии в течение некоторого времени, прежде чем услышал о богатствах Америки. Молодой Писаро участвовал в кровавом походе против индейцев на остров Испаньола, ныне Гаити. Вскоре он присоединился к Алонсо де Эхеде, который известен тем, что применял испанскую тактику в сражениях с аборигенами. Рассекая их ряды, он прокладывал в толпе просеку с мертвыми телами по обе стороны. Писаро было около 35 лет, когда он принял участие в знаменитом пересечении Панамы вместе с Васко Нуньен де Бальбоа. Благодаря этому был вписан в испанские владения Тихий океан. Это было началом, так сказать, отважного похода за большим призом, как позже стали называть завоевания испанцев в Южной Америке. В 1519 году был основан город Панама, и Писаро стал одним из первых его жителей. Он получил свою долю земли, на которой работали индейцы, и даже стал губернатором. В XVI веке более 200 тысяч испанцев пересекли Атлантику. И не только жаждавшие славы дворяне хотели попытать счастья. Были среди эмигрантов и неудачливые купцы, обедневшие ремесленники и монахи-скитальцы. Последние описали приключения авантюристов на страницах хроник. Что заставило Писаро отважиться на отчаянное путешествие вдоль берега Южной Америки, играть судьбой, подвергать жизнь и здоровье новым испытаниям, преследуя иллюзорную мечту? Многие биографы объясняют эту тягу к приключениям его натурой прирожденного игрока, и в то же время он был уравновешенным и осмотрительным человеком, и больше, чем покоя, жаждал славы. Чтобы финансировать экспедицию в Америку, он привлек к проекту Диего де Альмагро и священника Эрнандо де Луке. Втроем они купили корабль, оснастили его всем необходимым, наняли людей. 14 ноября 1524 года Писаро отплыл из Панамы, возглавив первую из 3 своих исследовательских экспедиций. Однако только в 1528 году удача улыбнулась Писаро. Переплыв экватор, его отряд высадился на побережье Эквадора и Перу. В одном месте их приветствовала женщина-вождь, и потому, как держалась она и ее приближенные, сколько на них было золота и серебра, они поняли, что попали в очень богатые края. Вернувшись в Панаму, Писаро решил, что необходимо как можно скорее оказаться в Испании, поскольку тогда ни один конкистадор не осмеливался сделать и шагу без королевского дозволения. В конце 1528 года Писаро прибыл ко двору короля Карла в Толедо. Франциско и обликом своим и речью произвел сильное впечатление на 28-летнего короля. В это же время в Толедо оказался Эрнан Кортес, покоривший к тому времени ацтеков в Мексике, а теперь поражавший двор ценностями, привезенными из завоеванных земель, по территории, превосходящих всю Испанию. Кортес приходился Писаро кузеном и дал тому, вероятно, какие-то практические советы, а также снабдил деньгами. Дары в виде шкур ламы, культовых предметов инков и золота, преподнесенные королю, обеспечили Писаро титул губернатора и позволили получить королевское благословение. Он был наделен столь широкими полномочиями, каких не удостаивался никто из конкистадоров за всю историю покорения испанцами Южной Америки. В январе 1531 года экспедиция смогла наконец выйти из Панамы. 3 судна, 2 крупных и 1 небольшое, на борту которых находились 180 солдат, 27 лошадей, оружие, боеприпасы и пожитки. Отряд был слишком мал, чтобы покорить империю, простиравшуюся на 1000 миль вглубь суши до Амазонской сельвы. Писаро знал, что вся огромная территория инков покрыта сетью военных дорог, что многочисленные крепости охраняются сильными гарнизонами, а страна беспрекословно повинуется одному самодержавному правителю.
Но он надеялся добиться успеха, хотя против него были не только люди, но и сама природа. Тщеславный Писаро считал, что он вполне способен повторить свершение своего земляка Кортеса. Капитан Руис отплыл вдоль побережья прямо в город инков Тумбис. Но спустя 2 недели штормы, встречные ветры и течения вынудили его укрыться в бухте Святого Матвея. Писаро сошел на берег и отправился пешком на юг. Корабли нагнали его, следуя вдоль побережья. Проведя 13 дней в тесноте на борту 3 маленьких судов, боровшихся с ветром и непогодой, солдаты были измождены. Несмотря на это, Писаро после трудного перехода через полноводные реки совершил набег на маленький город. Испанцам повезло. Они награбили золота и серебра на 20 тысяч песо, большей частью в виде грубых украшений. В городе нашлись и изумруды, но лишь немногие, в том числе Писаро и доминиканский монах, знали их истинную цену. Писаро променял эту относительно мелкую добычу на возможность застать индейцев врасплох. Сокровища он погрузил на корабли и отправил в Панаму, в расчете на то, что, увидев их, остальные конкистадоры присоединятся к нему. Затем он возобновил продвижение на юг. Награбить больше не удалось. Деревни, попадавшиеся на пути, были покинуты, а все самое ценное унесено. Конкистадоры страдали от ужасной жары и тропических ливней. Их кожа покрывалась огромными гнойными язвами. Люди теряли сознание, умирали. Это было самое бестолковое начало кампании, когда-либо задуманное военачальником. Походная жизнь длилась 15 месяцев. Писаро решил, что остров Пуна мог стать для них подходящей базой. Обитатели Пуны враждовали с Тумбисом, лежавший всего в 30 милях от них. Остров был большой и лесистый. Здесь можно было не опасаться внезапного нападения. Писаро устроил лагерь и стал ждать подкрепления. Во время похода на юг к нему присоединились 2 корабля. Первый привез королевского казначея и других чиновников, не успевших примкнуть к экспедиции, когда она отплыла из Севильи. Второй – 30 солдат. Из Тумбиса прибыли индейцы, и хотя Писаро знал, что они заклятые враги обитателей Пуны, он принял их в своем штабе. А потом, когда 2 его переводчика предупредили, что вожди Пуны собрались на совет и готовят нападение, он тотчас же окружил их на месте встречи и выдал жителям Тумбиса. Итогом стала кровавая резня, приведшая к восстанию. На лагерь напали несколько тысяч воинов Пуны, и испанцам пришлось искать убежище в лесу. Потери были сравнительно небольшие. Несколько убитых, брат Эрнандо Писаро был ранен дротиком в ногу, но индейцы продолжали атаковать лагерь. Когда прибыли еще 2 корабля с сотней добровольцев и лошадьми, почувствовал, что у него достаточно сил, чтобы перебраться на материк. Слабое сопротивление тумбесцев было быстро подавлено конницей Эрнандо Писаро. Наконец, они вошли в Тумбис, город, где, как гласила легенда, жили девы короля солнца, где в садах висели золотые фрукты, а храмы были облицованы золотом и серебром. Однако их ждало горькое разочарование. Город Тумбис, описанный 4 годами ранее как процветающий, лежал в руинах, а его население вымерло от оспы. Эта же коварная болезнь унесла, по всей вероятности, и жизнь верховного инки Уайна Капаки примерно в 1530 году. От города не осталось ничего, кроме крепости, храма и нескольких зданий. Люди, которые проплыли 700 миль, а затем прошагали еще 300 по ужасным болотам, продирались сквозь зарости и джунгли, постоянно подбадривая себя видениями золотого города, были потрясены, когда их взором предстали жалкие развалины.
Писаро лишился возможности быстро обогатиться, зато, как оказалось, получил нечто гораздо большее – ключ к завоеванию страны. Территория была раздроблена и могла вновь покориться одному правителю. Это Писаро выяснил, когда расспрашивал о причинах столь плачевного состояния города. Разрушение его было делом рук островитян Спуны. По словам перуанцев, король солнца Инка Уаскар был слишком занят войной с братом Атауальпой, чтобы оказать городу необходимую помощь. Он даже отозвал из крепости своих воинов. Атауальпа победил, и его войско пленило Уаскара. Но жители Тумбиса и других районов не одобряли смену правителя. Империя инков была раздроблена, чем и воспользовался Писаро. Оставив часть отряда в Тумбисе, он отправился с лучшими солдатами вглубь страны, чтобы привлечь на свою сторону туземное население. Франциско использовал политику Кортеса. Грабеж был запрещен. Доминиканские монахи обращали индейцев в христианство. Поход превратился в крестовый, и у солдат появилось ощущение их божественного предназначения. Жажда золота не уменьшилась, но теперь она рядилась в мантию Христовой истины. Писаро вел своих людей от одной деревушки к другой, так что у них не было ни времени, ни сил размышлять о будущем. Индейских вождей, оказывавших сопротивление, сжигали живьем в назидание другим. И вскоре вся округа была покорена. Здесь впервые завоеватели стали рекрутировать население во вспомогательные войска. И хотя в испанских источниках нет упоминания об индейских союзниках, почти не приходится сомневаться в том, что Писаро старался усилить свой маленький отряд за счет местных жителей. В июне он заложил поселение на реке Чира, примерно в 80 милях к югу от Тумбиса. Поселение строилось по обычному колониальному образцу: церковь, арсенал и здание суда. Писаро воспользовался своими полномочиями из Испании. Это дало ему возможность наделить каждого колониста землей, а поскольку индейцы привыкли к палочной дисциплине, которую насаждали их собственные правители, они не роптали. Все добытое золото и серебро испанцы переплавили в слитки, и Писаро сумел уговорить солдат отказаться от своей доли. Поэтому после вычета королевской доли 5-й части он смог отправить сокровища на 2 судах в Панаму, оплатив счета экспедиции. Сокровища, разумеется, подтвердят рассказы капитанов о блестящих возможностях, открывающихся перед поселенцами в Новой Кастилии. Но Писаро не мог решить, стоит ли ему ждать подкрепления или сразу выступить в поход. 3 недели он размышлял, пока не обнаружил, что бездействие порождает недовольство. Скорее всего, именно настроения солдат сыграли определяющую роль. Писаро решил выступать. Тем более, что Атауальпа покинул столицу инков Куско и теперь был в Кахамарке. До Кахамарки дорога, по сообщениям союзных индейцев, должна была занять не более 12 суток. Писаро не хотел упускать возможность побыстрее добраться до правителя инков. 24 сентября 1532 года, примерно через 6 месяцев после своей первой высадки на побережье, Писаро выступил из маленького поселения. Отряд состоял из 110 пехотинцев, но лишь 20 из них были вооружены арбалетами, и 67 всадников. Это было жалкое войско, не способное противостоять инкам. Атауальпа, как сообщали, лечился на вулканических источниках Хакамарки. Рана, полученная во время междоусобной войны против собственного брата, загноилась. Кроме того, он совершал объезд своих новых владений, добиваясь их полного подчинения. Его сопровождала армия, насчитывавшая, по некоторым оценкам, от 40 до 50 тысяч воинов. В рядах испанцев начался ропот. Кое-кто из солдат терял присутствие духа. К концу 4-х суток Писаро остановился, чтобы подготовиться к сражению.
Он обратился к отряду с предложением: каждый, кто не поддерживает предприятие, может вернуться и получить такой же земельный надел и столько же индейцев, сколько любой солдат гарнизона. Но только 9 человек пожелали вернуться на базу. Вероятно, не только призывы Писару, но и окружающая обстановка заставили остальных продолжать путь. В ноябре 1532 года Франсиско Писаро принял очень смелое решение, определившее его дальнейшую судьбу. Главная королевская дорога инков между Кито и Куско пролегала через долины Анд, и Писаро узнал, что победивший инка Атауальпа идет по ней на юг, чтобы быть коронованным в Куско. Испанцы были потрясены устрашающим величием армии индейцев, но Писаро своим красноречием вдохнул новые силы в солдат, пообещав им богатую добычу. Единственную свою надежду Писаро связывал с отчаянно дерзким планом попытаться захватить врасплох многотысячную армию инки. Войско Атауальпы пришло в движение к середине дня, но его выходу предшествовал торжественный парад. Все индейцы несли на головах большие золотые и серебряные украшения, похожие на короны. Началось песнопение. Лишь к концу дня передовые части этой пышной процессии вошли на центральную площадь Какамарки. Атауальпу воины несли на носилках, покрытых серебром. На голове его красовалась золотая корона, на шее ожерелье из больших изумрудов. Инка приказал носильщикам остановиться, в то время как остальные воины продолжали заполнять площадь. Писаро дал сигнал к бою. Артиллерист поднес фитиль к стволу пушки. Всадники и пешие солдаты под звук боевых горнов вырвались из своих укрытий с криками. Среди индейцев началась паника. Нападавшие испанцы косили их направо и налево. Инки были невооружены. В начавшейся давке долго не могли прийти в себя, мешали друг другу, и конкистадоры своими остро отточенными пиками пустили реки крови. Писаро был плохим наездником, поэтому дрался пешим мечом и кинжалом. Пробившись сквозь толпу к носилкам Атауальпы, он схватил инку за руку и попытался стащить вниз. У многих индейцев были отрублены руки, но они продолжали держать трон на своих плечах. В конце концов, все они полегли на поле боя. Подоспевшие всадники перевернули носилки, и Атауальпа был схвачен. Резня продолжалась и в долине. Через 2 часа 6 или 7 тысяч индейцев лежали мертвыми. Каждый испанец убил примерно 15 индейцев. В донесении королю секретарь Писаро писал, что он и его люди совершили невероятно, захватили малыми силами могущественного владыку. Залитые кровью инков, конкистадоры едва ли понимали, что творили. Один из участников этой резни позже говорил, что это было сделано не ими, потому что их было слишком мало, а волею Бога. Игрок Писаро сорвал банк. Захватив богоподобного инку, он парализовал жизнь во всей империи. Трагедия инков состояла в том, что их правитель не понимал того, что эти 160 чужеземных солдат были не просто разбойниками, а вестниками грядущего колониального вторжения. Он же считал их просто алчными искателями сокровищ, а Писаро поддерживал это заблуждение. Подметив у своих тюремщиков неутолимую жажду золота, Атауальпа решил выкупить свою свободу. За нее он предложил заполнить камеру, где его содержали, золотом на высоту 294 сантиметра и еще дать двойное против золота количество серебра. К тому же обещал, что эти сокровища будут доставлены в Кахамарку за 60 дней со дня заключения соглашения. И Атауальпа сдержал свое слово. В Кахамарку устремились караваны лам, доставлявших из разных уголков империи золото.
Приказ верховного правителя, пусть даже и плененного, но для инков все равно остававшегося королем солнцем, исполняли беспрекословно. Все богатства государства, найденные и не найденные, считались собственностью инки. Но испанцы вероломно нарушили этот договор. Атауальпа оставался заложником в течение 8 месяцев. В это время он, правда, продолжал исполнять обязанности правителя империи, издавать указы, посылать гонцов. Он приказал вождям не препятствовать испанцам, проникавшим в отдаленные уголки страны и грабившим храмы. Сговорчивостью он надеялся купить свободу. К середине 1533 года выкуп был собран. Комнату заполнили сказочно прекрасными золотыми изделиями. Многие из них представляли собой немалую художественную ценность, но для испанцев это был лишь дорогостоящий металл, и все было переплавлено в слитки. Пятая их часть была отправлена королю Испании, остальное разделили между собой конкистадоры. Больше всего золота досталось, конечно, Писаро. И, несмотря на это, Атауальпа был казнен. Испанские власти в Панаме осудили казнь. Король Карлос также писал Писаро о своем недовольстве насильственной смертью. Атауальпа был все же монархом, и казнь его подрывала веру в божественное происхождение власти. Итак, покорение Перу началось с захвата и казни его владыки. Сражения последовали позже. Инки сражались храбро, и какое-то количество захватчиков было убито, но все же они не могли противостоять оружию и тактике испанцев. Большим тактическим преимуществом конкистадоров были их конные воины. До прихода европейцев в Америке не видели лошадей. Инки думали больше о том, как убить одно такое животное, преследовавшее их, чем 10 пеших воинов. И почти на каждого убитого испанца приходились сотни убитых инков. 15 ноября 1533 года Писаро пришел за главным призом. Он вступил в столицу инков Куско. Чтобы закрепить завоеванное, Писаро возвысил одного из уцелевших сыновей Уайна Капаки Манка. Он был коронован в начале 1534 года. Конкистадоры надеялись, что новый инка станет марионеткой в их руках и окажет помощь испанцам в порабощении своего народа. Когда Писаро было уже далеко за 50, он по существу стал правителем, а лучше сказать грабителем огромной страны. Сокровища Куско были захвачены, переплавлены и распределены между завоевателями. Золота и серебра оказалось даже больше, чем от выкупа Атауальпы. Писаро совсем не имел опыта в управлении государством. Давали себя знать возраст и пережитые тяготы. Чтобы заставить испанцев остаться в этой далекой стране, он выделил каждому офицеру в награду 1000 индейцев. Писаро приказал священнику Куско защищать интересы индейцев, а также издал указ, предусматривающий для испанцев наказание за надругательство над аборигенами. Но это мало помогало. Индейцы вымирали катастрофически быстро. Приходило в упадок так же, как ирригационное хозяйство и террасное земледелие инков. Главную свою задачу Писаро видел в строительстве городов для испанцев. Он основал 7 из них, и все 7 сохранились до наших дней. Столицу решено было расположить на побережье для поддержания морских связей с остальной частью Испанской Америки. На склоне жизни Писаро занимался прокладкой улиц в городах, раздаривал дома своим друзьям. Индейцы выстроили его личную резиденцию в испанском стиле, с внутренним двориком, засаженным привезенными оливковыми и апельсиновыми деревьями. Но спокойное время продолжалось недолго. Младшие братья Писаро и другие испанцы в Куско
нарушили договор и оскорбили марионеточного правителя Манка. Взбешенный, он тайно мобилизовал свою армию и приготовил оружие. В апреле 1536 года Манка исчез из Куска и созвал своих вождей на встречу, где они поклялись изгнать ненавистных завоевателей из Перу. И уже в мае 190 испанцев Куска оказались окруженными индейцами. Восстание Манка продолжалось до декабря. 4 экспедиции, посланные Писаро в поддержку своих братьев, потерпели поражение в горах еще на подходах к Куско. Около 500 испанцев были убиты, и все-таки перуанцам не удалось освободить свою страну. Корабли с подкреплением прибыли из Центральной Америки, и блокада Куско была прорвана. Манка бежал в джунгли Амазонии к священному городу Мачу-Пикчу, где и правил остатками своей империи вместе с 3 сыновьями в течение 35 лет. Но еще большие трудности, чем с индейцами, испытал Писаро со своим старинным соратником и даже когда-то другом Диего де Альмагро. Тот всегда организовывал снабжение и пополнял людьми экспедиции Писаро, и был жестоко уязвлен тем, что король назначил его лишь губернатором Перу. Как только представился случай, Альмагро обвинил Писаро в присвоении всех званий. Тогда Писаро сделал дипломатический ход. Альмагро в награду за усердие предоставлялась земля на юге Перу. Но когда Диего прибыл туда, то был разочарован. Там нечем было поживиться. Он не знал, что на подвластной ему территории позже испанцы откроют богатейшие в мире залежи серебра. Альмагро претендовал на Куско. Схватки между испанцами не заставили себя долго ждать, причем они были не менее яростными, чем битвы с индейцами. Междоусобицы закончились в Куско в 1538 году, когда Альмагро было нанесено поражение братом Писаро. Кровожадный Эрнандо казнил 120 человек, а самого Альмагро убил как предателя. Но это была его ошибка. Вернувшись в Испанию, он был заключен в тюрьму за этот акт мести. Одержав победу над Манко и Альмагро, Писаро окончательно утвердился в новом городе Лиме. Он занимался обустройством своего дома, ухаживал за садом, прогуливался по улицам, навещая старых солдат. Носил старомодное черное одеяние с красным рыцарским крестом на груди, дешевую обувь из оленей кожи и шляпу. Единственной дорогой вещью у него была шуба из меха куницы, присланная кузеном Кортесом. Писаро любил играть со своими 4 маленькими сыновьями, хотя так и не женился на их матери-индианке или какой-либо другой женщине. Он безразлично относился к хорошим винам, еде, лошадям. Постаревший и несказанно богатый, этот наиболее удачливый из всех конкистадоров, казалось, просто не знал, что делать с неожиданно свалившимся на него богатством. Он составил несколько завещаний. Главной его заботой было продолжить родословную и прославить имя Писаро. Всем своим наследникам, как мужского, так и женского пола, он наказывал носить эту фамилию. Но казнь Альмагро повлекла за собой возмездие. Горстка его сторонников в Лиме испытывала горечь от поражения и нищеты. Существует предание, что у них была лишь одна шляпа на всех, поэтому, как настоящие испанские дальго, они могли появляться на улицах только по одному. Они стали союзниками молодого сына Альмагро. Их объединяла ненависть к Писаро, и они решили убить его. До губернатора дошли сведения о готовящемся заговоре, но он не обращал внимания на предупреждения. Воскресным утром 26 июля 1541 года Писаро принимал в своем дворце гостей, когда в дом ворвалось 20 человек с мечами, копьями, кинжалами и мушкетами. Гости разбежались, некоторые выпрыгивали прямо из окон.
63-летний Писаро защищался в спальне мечом и кинжалом. Он дрался отчаянно, убил одного из нападавших, но силы были неравны, и вскоре он упал замертво от множества нанесенных ран. Место, где он был убит в президентском дворце, теперь покрыто мраморными плитами. На площади в Лиме стоит кафедральный собор, тоже связанный с именем Писаро. В 1977 году во время ремонтных работ собора в кирпичной кладке свода были обнаружены фобы и свинцовая коробка. В ней оказался череп и рукоятка меча. Снаружи была выгравирована надпись: «Это голова маркиза Дона Франсиско Писаро, который открыл и завоевал Перуанскую империю, отдав ее под власть короля Кастилии». Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.